Приветствую всех на моем канале «Зеленая комната». Меня зовут Валентина, оператор мой муж Игорь. И сегодня у нас настолько в Швейцарии зимний день. Выпало очень много снега, всю ночь чистили. Но нам снег не помеха. У нас очень много работы. Предыдущее видео скоро выйдет, где мы закупили растения. Потому что у нас подписчики спрашивали, а купили ли вы что-нибудь, когда показываете садовый центр. Купили, ребята, и очень много. Муж меня останавливал, но не мог. Трудно спорить с красивой женщиной. Спасибо. И так дальше не спорь. Начинаем нашу пересадку, ребята. Пусть сегодня наберите кофе, чай налейте. Кому надо 50 грамм успокаивающие. А мы будем работать, потому что у нас сейчас все парализовано в Швейцарии. Самолеты не летают, поезда не ходят, машины очень плохо ходят. Да что ты прям такое? Ну, вчера было везде опоздание. Ночью, с утра уже все. Да? Ну вот. Ну, я чуть-чуть пострашала своих подписчиков и не подписчиков. Ребята, подписывайтесь на мой канал. Если вам понравилось, ставьте лайки, и мы продвинемся дальше. Сегодня у нас на пересадке второй дубль вот этого растения. Я уже его называла название. Вот. Ну, это линден. Ну, как я назвала его, липовый. Я уже одно пересадила, посмотрела, второй начал засыхать. Скорее всего, в квартире включено отопление, и ему не хватает влаги. Мы его чуть-чуть вот так подрежем, чтобы был красивый. Вот эти я, наверное, уберу, засохшие уберу. А землю мы поменяем на лечузу. Сегодня у нас опять лечузный день. Вот, посмотрим, что у него там с корнями, опять же. Земля рыхлая, посмотрите, все корни хорошие. Есть вот второй растет, вот маленький растет уже. Я знаю, что зимой пересаживать нежелательно, но так как, ребята, мы съездили, посмотрели во Франции один вот этот садоводческий центр, я как посмотрела, там столько насекомых. И я вот решила всю землю у некоторых поменять, хотя я обрызгала, они на карантине у меня. Вот, ну, в общем, ребята, все равно надо подстраховаться, потому что некоторые жучки, паучки откладывают яйца в землю. Свое потомство. На листьях нету, все чисто, ну, а это мне уже давно надо было пересадить, потому что листья сушит. Я боюсь, что оно пропадет, это растение. Красивое очень растение, вот посмотрите, у него это старый лист. Не, это второе растение рядом растет. Очень красивое растение. Название я поставлю, может быть, в описании, потому что я опять забыла. И, естественно, он находился в торфяном стаканчике, ребята. Я подпишу, не волнуйся. Да, подпишешь? Да, смотри, вот так мы работаем. Видите? Сейчас я его чуть-чуть почищу. У меня тут куча инструментов. И особенно есть один хороший инструмент. Он не острый, но такой очень эффективный. Я почищу корни, чтобы опустить его в лечузу. Поставлю его на полив. И пускай он живет и радуется. Загнивания не вижу, ничего не вижу. Скорее всего, это сухой воздух. Скорее всего. Потому что с первой я пересадила. Он сейчас сидит в лечузе прекрасно. Все чувствуют. Вот еще один. Это второй. Это другой же ребенок. Ну, эти растения у меня уже, 8 месяцев где-то. Не больше. Ну, есть отходы, не без отходов. Корни чуть-чуть есть. Старые отошли. Выкинем. И посадим в лечузу. Я уже приготовила за кадром тут. Вот. Это фитильный полив называется, повторюсь. Синтетический шнур, чтобы не загнивал. Потому что если вы такой шнур поставите, он в воде быстро загнивает. И эффекта никакого.
Вот, лечуза у меня специально для ароидных. Вот, шнур чуть-чуть вытаскиваю. В маленьких горшках я не вытаскиваю шнур, потому что его достаточно. Вот. Теперь ставлю растение. Вот так. Вообще по-нормальному лучше обмывать корни. Но так как я промываю лечузу сверху, поливаю, и выходит сначала пыль, вот эта грязь, это же камни лечуза. Вот. Поэтому корни я обмываю, когда они очень грязные и когда очень непонятные. Можно поставить, если корни плохие, можно поставить немножко их. Сейчас тут не зашел корень один. Вот. Слишком большой корень. Вот. Но я не сажаю в большие горшки уже. Меня отучили, потому что в больших горшках растение плохо растет. Это когда оно уже большое, растение, корни не вмещаются, да, тогда можно перевести в большой горшок. А так, когда он находится, корни маленькие, вот так. То что я не могу его зарыть, этот корень. Прям рвется наружу, не хочет. Вот посадила вот такое растение, полью его сверху, поставлю в поддон, и он будет пить водичку. И я могу спокойно ехать и в отпуск, и спокойно за растение. Дальше у меня растение, которое пойдет в лечузу. Это, естественно, 2 хои, которые я приобрела. Я показываю. Вернитесь к моему этому предыдущему видео. И там я показываю, где я их купила, и рассказываю. Это хоя карноза, кримсон. Купила из-за вот этих листочков, ребят. Ну, нравится мне. Вообще мне хоя очень нравится. Буду также ее пересаживать в лечузу, потому что все хои, которые я пересадила, чувствуют себя просто великолепно. И я думаю, что и это растение будет мне благодарно. Хотя она в хорошей земле находится. Я не советую пересаживать лечузу или что. Оно и в такой земле будет хоя расти. Но я уже объясняла, что мы с мужем очень часто нас носят неизвестно где. Поливать, в принципе, у меня некому. Соседи у нас хорошие, но все работают. Не будешь же бегать по соседям и просить их полить. Вот это растение я разделю на 3. Излишки продам, потому что у меня уже есть это кримсон. Вот. И я думаю, что мне надо окупить мои поездки. Солярка у нас, бензин дорогой. Едем мы за очень далеко. Вот в такой маленькой я пересажу вот эти 3 хойки. В 3 горшка у меня пойдет. Красивая хоя, правда? Да. Очень красивая. Мне нравится. Сажаю ее опять же в лечузу. Вот. Шнур не вытаскиваю, достаточно его, чтобы он увлажнил вот эти камни. И будем потом смотреть, наблюдать за корнями. Вообще я сажаю прозрачные горшки, потому что очень удобно наблюдать. Это раз. Второе, они у меня также перевалочные, ребят. Потому что весной я уже какие-то растения буду сажать. Если материнское я оставляю для размножения, я сажать буду в землю и в большие горшки. А те, которые у меня пойдут на продажу, они будут находиться в таких в перевалочной земле. Я их весной все пересажу. Так что дальше мы идем сюда. Опять же, еще одну хою посадим. У меня есть и большие хои, очень такие, разрослись. Я их тоже укореняю, отрезаю это тоже, видите, они укорененные. Отрезаю чтобы был узел, и сажаю прям в землю. В воде и в папоротнике в
В мху хоя очень плохо укореняется. Очень плохо. Однажды я пересадила в мох, и оно мне просто сгнило. Не знаю, что на него подействовало. Вот так. Сейчас засыплю. У нас сегодня будет 2 видео, потому что пересадки очень много, ребят. Я человек, такой сказать, неторопливый, не быстрый, не пионер в этом, не проходимец, не, как сказать, первопроходчик я тут в этих цветах. Проходимец, проходимец. Все, готово. 2 экземпляр. Сейчас 3 экземпляр. Я также пересадила, у меня хоя называется фламинго, розовый фламинго, то же самое. Вот оно, потеряла растение. Думаю, где оно? Удобрять буду, естественно. Сейчас они немножко укоренятся, устоятся, вживутся. И тогда я сделаю небольшое. У меня специальное удобрение для них. Хотя я говорю, теперь я удобрением не балуюсь и никому не советую, потому что удобрение может убить растение, если передоз или что-то там. Я так свои цветы некоторые, бегония называется, 4 цветка убила. Хотя я читала, что бегонию удобрять не надо. Она сама, типа, вот в такой горшочек я поставлю на дно воды, и он спокойно пьет там, себе наслаждается. Вот такая хоя, это мы купили в Германии. Вот смотрите, земля обыкновенно, он хорошо растет. Но он залитый. Вода прям тут в земле стоит. Его надо пересадить. Я не хочу насекомых, особенно зимой. Что-то не усмотришь. Работы меньше зимой с цветами. Весной, да, весной очень много. Потому что у нас балкон. Я сажаю еще гладиолусы, у меня георгины растут. И другие. Гибискус растет. И когда вот этот гибискус у меня зацветает, мы садимся с мужем и пьем кофе на балконе. Это так красиво. Поют птицы, рядом лес. И я считаю, что это лучшее время. Времяпровождения. Когда кругом цветы, благоухает все, птички поют, мошка летает. Вот на балконе мошка быстро заводится. У нас влага большая в Швейцарии. Вот это придется мыть. Видишь, оно залито. Мне надо... Сейчас я почищу от земли, и придется мне столько много грязи от этой пересадки. Но я не страдаю, я этим не страдаю. Что нам еще делать на пенсии, правда? Не знаю. У тебя есть какие-то дела на пенсии? Да, их надо сейчас сполоснуть, посмотреть на корни. Но я вот всех спрашиваю, как называется эта хоя. Но это не сплаш. Сплаш у меня совсем другая. Это может быть грин сплаш. Не знаю. То у меня зилбер сплаш называется. Сколько у тебя хой, Валя? Много? Я не считала. Ну, много. Не считала. Цыплят по осени считают, знаешь? Осень прошла. Сейчас отвлекемся, ребят, немножко. Я пойду в постирочную, помою корни у этой хои, потому что они мне не нравятся. Посмотрите их состояние. Продолжаем нашу пересадку. Я немножко отвлеклась. Я помыла корни у этой хои, но не до конца, потому что они вот в таком состоянии. Я не считаю, что они в плохом состоянии, ничего, отходов от них нету. Ну вот эта земля как прилипшая к ним, черная. Я не знаю, что это такое. Если бы я знала, что это такое. Знаешь, такое видео. Мы не знаем, что это такое. Ну, они Так... влагу всасывали, наверное, и присосались. Ну, наверное. Вот такая лечуза, вот у нее не... Ой, хоя, у нее вот этот отросток, так он живой.
Все, ничего не отсыхается. Ну, посмотрим. Лиха беда, как говорится. Начало. Вот. Я тут за кадром уже поставила вот в такие стаканчики, налью воду, и они будут сами пить, сколько им надо. Нечего их баловать тут. Поливать, бегать без конца. Хотя это делаю каждый день, ребят. Каждый день какой-то цветок нуждается в поливе. Есть много пьют, есть мало пьют. Кактусы, которые вообще не пьют. Вот первый пошел у нас. Ой, что-то мне тут места мало. Сейчас второй пойдет. Да, от лечузы мало грязи, удобно, практично. Но лечуза без удобрения не лечуза. Ее надо удобрять, потому что это простые камни. Ну, не простые, но там не это самое. Но я буду лить жидкую, забыла, подкормку. Да, как она называется? Фердюнер. Ну, Удобрение. Вот. Я буду лить жидкое удобрение, и он будет в воде, и вот это через шнур удобрение будет поступать сюда же. Красивая очень хоя. Мне она нравится, она такая вкусная на вид. Прям вкусная, сочная, зеленая. Главное, чтобы выросла еще. Вот что. Ну, я буду через прозрачные вот эти вот горшки смотреть. За корнями наблюдать, что, как. Ну, если будет сильно уже оплетать, будем пересаживать. Если будет желтеть, что-то с корнями нет, то будем опять пересаживать. И вот так проходят будни. Хотела сказать садовода, но не садовода. Цветовода. Дальше хотела вам похвастаться. Вот я посадила, мы с вами отрезали. И он уже пустил корни. Вот такие корешки у него. Маленькие, беленькие. Я хотела просто это сейчас показать, похвастаться. И тут есть большие корни. Я не буду вытаскивать сейчас. Я просто сейчас опрыскаю этот мох. Вот это вот отростки находятся сфагнум мох. И под цветом вот так закрыла. И ничего, ни один не пропал. Ни один. А где мой этот поливалка? Не видел? Вон. А, вот она. Пожарная такая на вид. Поливалочка. Вот так полила, чтобы слегка влажный мох был. Тут чуть-чуть полила, накрыла. Но до конца не накрываю, пусть он чуть-чуть просохнет. И все. И он пойдет под цвет. Дальше у нас пересадка. Опять же. Happy Life. Он тоже пойдет в лечузу у меня. Я не знаю, что с ним, ребят. Мне вот так пугают вот эти вот листья такие. Надо посмотреть, что у него там, потому что он находится еще в транспортировочном грунте. Он у меня давно уже это растение. Он находится в торфе. Транспортировочный грунт. И посмотрим, что у него там с корнями. Все благополучно, нету этих торфяных стаканчиков. Но он находится в шикарнейшем торфе. Корни хорошие, все. Значит, я его буду брызгать против грибка. Против грибка. Я его уже, по-моему, брызгала. Но он очень себя плохо ведет. Потому что я смотрю на эти кончики. Что вот с ним? Паникерша, многие скажут. Подумаешь, там пятнышко. Ну, вот так. А как по-другому? А вот вообще сломленный. Не пойми чего. Ну, я его посажу вместе. Да, Обрезали, видать. да, видно, обрезали, он сухой аж сверху. А вот тут... Кто-то из покупателей себе на это. И знаешь, как Размножение. называют в России? Как? Я смотрела видео одно, они говорят, щипачи. Щипачи. А. Точно. Ходят, отщипывают растения. Ну, а почему бы нет? Ну да. Если нет возможности купить.
Да, ну я никого не учу. Я к этим делам очень плохо отношусь. К щипачам. К щипачам и ко всем, потому что я, ну как сказать, по жизни такой человек. Я не знаю, теперь в большой сажать его или в маленький. Разделить не хочешь? Не хочу. Ну, Я его большой. потом, он вырастет, я его разделю. Это ничего страшного. Ну, это Маленький. сильно маленький, ладно. Ну почему ты так думаешь? Нормальный. Ну, смотри, тебе он виднее. Да. Нам с горы виднее. Из ямы. Ну здрасте, яма. Гора? Нет, правильно, он был прав. Ребята, слушайте иногда мужчин, женщины миленькие. Слушайте иногда мужчин. Иногда, всегда. Ой, хотела вытащить быстро веревку. Шнур, фитиль. Столько названий у него. И сейчас прям к корням подведу этот фитилечек. И он пусть поливается сам. Ну да. Лечу застояла на балконе. Но у нас еще видно не минус. Потому что она я думала, в горячей воде ее греть. А это что такое тут валяется у меня? Корешок. Это он уже где-то прикоренился. Сейчас я его посередине засыплю. Да, вот так протряхиваем, вот так чуть-чуть пробиваем, чтобы воздуха не было. Я иногда пробиваю, иногда нет, потому что бывает с водой лечу спокойно просыпается между корней. Вот. А так боюсь, я палочкой туда-сюда, она может корень повредиться. Вот. Пойдет в большой на поливалку. И пойдет он также обрызгиваю я эти листья. Это Happy Life называется. Дальше пойдет у меня вот такая вот. Нет. Вот. Начал желтеть. У меня опять паника. Думаю, что с ним не так. Он также у меня еще в транспортировочном грунте находится. Это аспарагус или как его еще там называют. Но я сегодня название не даю, мы просто делаем пересадку. Кому надо, гуглите, смотрите, потому что я тоже не все растения еще знаю, хотя обещала выучить. Но сегодня у меня настроение снежное, на лыжах покататься. Мы, правда, с мужем ездили раньше в горы, валялись там в снегу, падали на лыжах. Муж у меня уже с Красной горы съезжал. Я по променадам ходила. Да. Вот он и корни. Сейчас немножко отвлекемся, у меня перчатка порвалась. Вот, вытащила. Еле-еле. Корни хорошие. Он в торфе находится. Я его буду, может быть, сажать в простую землю, не знаю. Как его размотать тут, чтобы посмотреть. Очень влажная земля, а желтеет. Может, потому что я залила. Вот корни отходят. Насыпала. Ну так вот всегда бывает. Ну что сделаешь? Ничего, уберешь потом. Я? Да. Да я всегда убираю. Чего ж тут стесняться этого. Уборка у нас большая всегда. Нет, он не в торфяном стаканчике. Значит, я просто сделаю его перевалку. Сейчас и все. Простой грунт.
молча работаем. Устала, Валя? Да нет, не устала я. Чё б я устала? Ну, растет. Ну, что вот его желтит? Не знаю. Может, просто правда залила его. Или может, то, что осень, зима. Не очень. Он стоит на свету, под лампами. Все у него хорошо. Теплая квартира. Такие огурчики, видел? Картошечки. Все, не буду. Посмотрите, сколько отходов. Я его посажу в простую землю. У меня она вот подготовленная. Я его хотела сажать в другую землю. Но решила вот в такую простую посадить. Здесь на дне у меня керамзит, вулканические камни, еще какие-то белые камни. Вот. Земля. Немножко я посыплю ее углем. Вот. Размешаю хорошо. Здесь осмокот, торф, ну, кокосовый торф. Вот. Теперь еще уголь, перлит. Я хотела его посадить вообще-то на лечузу, но что-то побоялась. Откуда здесь вот керамзит? Это, наверное, за горшка падает. Крупный. Землю мы покупаем. Сразу покупаем где-то литров 10. И когда идет пересадка, конечно, земля очень быстро отходит. Быстро уходит. Не отходит, а уходит. Поэтому, конечно, затрачиваем введение цветов. Но я все равно всем советую. Заводите цветы. Они приносят настолько спокойствие, какое-то расслабление, так сказать, релаксация. Умиротворение. И умиротворение, а почему бы и нет? эстетическое наслаждение. Почему бы нет? Ну, мужчинам, наверное, нет. Ой, я уже вся в земле. Надо фартук. Ну, я не люблю фартуки носить. Я помню, когда молодая была, приехала бабушка мужа. И она все время, я только на кухню зайду, она: Валентина, одень фартук. А мне это и нравилось, но она не Валентина мне называла, это я уже так по-взрослому, она мне: Валя, одень, пожалуйста, фартук. Думаю, зачем его одевать? Ну, одела. Чуть-чуть я проверю. Потому что перевалка, земля, может быть, там не до конца поступила. А потом, когда польешь, она раз и провалилась. Вот. Будем наблюдать, что ему не хватает. Тут еще есть удобрение долгоиграющее. Я вот осмокот добавляю сюда. Вот. Вот такое растение у нас готовое. И я сегодня, во второй части у меня еще большая пересадка. Сейчас на конце вот этой пересадки я пересажу вот эту бегонию. Маленькую, красивую бегонию. Бегония рекс называется. Хочу возместить себе убытки от бегонии, которые я полила удобрением. Я уже 100 раз, наверное, рассказывала про удобрения. Вообще, я знаю, что бегония сажается в обыкновенную землю. Но тут корешки вообще очень маленькие. Посмотрим. Посадим мы ее в обыкновенный маленький горшочек, который у меня есть. Других у меня нету. Сейчас керамзит. Земли чуть-чуть.
Я в такой же горшок пересадила бегонию черная мамба называется. Растет. Наверное, они вот как... есть бегония, которая находится вообще под влажным воздухом, в закрытом помещении. Тогда они хорошо растут. Ну, в этих флорариумах или что. А я черную мамбу вот такую маленькую тоже купила, посадила. Но она листики маленькие-маленькие дает. Ну, красивая. Вот, пересадила. Потом я ее полью обязательно. Сегодня поливать будешь? Сегодня поливать буду. Правильно. На этом, ребята, наша первая часть закончена. Вторая часть принесет вам еще больше удовольствия. Подписывайтесь, смотрите наше видео и наслаждайтесь. Всем хорошего дня.